Привет, друзья! Сегодня знаменитая задача доктора Хауса. Даны три квадратика и прямая. Площади двух квадратиков известны, самого большого и маленького. Вот S1 равно 80, синенького квадрата, а красненького. S2 равна площади единицы. Нужно найти площадь третью нашего зеленого квадратика. Попробуйте решить эту задачу. Я не нашел геометрического решения, может, мне не повезло, а я решал в духе Кембриджа. Там алгебра приветствуется. Пару слов все-таки я скажу про нашего доктора Хауса, знаменитый сериал. И недавно прошел ролик, где мы вспомнили актера Мэтта Дэймона, который 4 года учился в Гарварде, а потом победила все-таки актерская профессия, он стал знаменитым актером. Этот ролик набрал у нас очень много просмотров, поэтому кто не смотрел, посмотрите. И поэтому я решил продолжить. И вот доктора Хауса сыграл британский актер Хью Лори. Ну, он очень знаменитый в мире, и в Британии, снялся во многих фильмах, сериалах. Начиналось так: отец его врач и, внимание, олимпийский чемпион по гребле, золото взял на Олимпиаде. Ну и сын пошел по стопам, еще в школе занимался греблей, силовой вид спорта, еще был барабанщиком в группе, в музыкальной, пел, сочинял песни, и поэтому он и актер, и певец, и музыкант, и писатель, и режиссер, комик, стендапер. Закончил он точно Кембридж, получил степень бакалавра по археологии и был включен в сборную Великобритании по гребле. Внимание, он участвовал в знаменитой гонке, регате между Оксфордом и Кембриджем. Даже целый фильм снят голливудский на эту тему. Вот он был участником этой Олимпиады. Кембридж проиграл тогда полметра. И Хью Лори занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый актер в мире. И у него есть уже звезда на аллее к Голливуду. Недавно он записал в своем возрасте уже как бы 2 музыкальных альбома. А мы записали с вами 2000 роликов и поддерживаем вот геометрию на просторах интернета. Кто с нами, кто согласен с нами, можете поставить лайк, я не обижусь. Ну, а мы приступаем к решению нашей задачи. Вполне возможно, вот, Лори эту задачку и предлагали, может быть, на экзамене, когда он поступал. Напомню, что дано. Вот эта площадь 80, красненького единичка, значит, сторона единичка, и нужно найти площадь зеленого, нашего квадратика, третью площадь. Ну, мы быстро ее разделаем, эту задачку, алгебраическим способом. Посмотрите, как. Ну, понятное дело, что я приму сторону этого зеленого за x. Вот сторона маленького единичка, тогда вот маленький отрезок слева будет x минус 1, согласны? Верхняя сторона то единица, минус 1, x минус 1. Ну и рассмотрю два прямоугольных треугольника, видим их, да? Вот треугольничек А, Б, ну и проведу вертикалочку, да? Вот такой перпендикулярчик проведу. Нормально? Нормально. И у меня получится два прямоугольных треугольничка. Вот ABC1 и DBF пусть будет, хорошо? Сейчас их выделю, чтобы всем хорошо было видно. Вот этот большой рассматриваем. И вот этот маленький. Ну, что можно сказать про них? Они подобные, это понятно. Это прямоугольный, это подобный вот по острому углу. Я это запишу, что треугольник ABC у нас подобен треугольнику DBF. DBF по двум углам, скажем так. И что следует из подобия? Пропорциональность соответствующих сторон. Ну, одна сторона то вот эта BC большого будет x плюс 1, верно? Верно. А вот нужно найти еще второй катет АС, обозначим его y и скажем, что y относится к x плюс 1, то есть АС к BC. Y относится к x плюс 1, как DF, то есть x минус 1, относится к BF, которая единица. Смотрите, здорово, как получилось. Y равно x минус 1 на x плюс 1, то есть x в квадрате минус единица. Ну, тогда теорема Пифагора работает. BC в квадрате плюс AC в квадрате равно AB в квадрате. Но, внимание, AB в квадрате – это же площадь квадрата. 80, так я могу сразу написать 80, и тогда получится BC это x плюс 1 в квадрате, плюс AC это вот x в квадрате минус 1,
И все это в квадрате равно 80. Ну что, после раскрытия скобок, приведения подобных, уравнения четвертой степени. А как мы их решаем? А у нас есть целый плейлист, ребята. У нас плейлист есть на Ютубе. Плейлист уравнения. И там мы рассмотрели все возможные способы решения уравнений третьей, четвертой, даже пятой степени. Ну вот что здесь использовать? Здесь много всяких вариантов. Я использую так называемый функциональный подход. Я знаю, что вы не очень любите. Но вот посмотрите. Методом Ландау находим корень. Х1 равно 3. Ну, подставляем троечку, и что получается? 3 плюс 1, 4 в квадрате 16, 3 в квадрате 9 минус 1, 8, в квадрате 64. 16, 64, 80. Сходится? Да. Рассматриваем х больше единицы. Ну, потому что сторона нашего квадратика, он побольше, чем тот красненький маленький, потому х больше единицы, иначе не получится такая конструкция. И вот, внимание, при х больших единицы, вот функция х плюс 1 в квадрате является возрастающей. Ну, график ее парабола. Х квадрат, смещенное влево на 1 единицу. Получается, что справа от минус единицы она возрастает. Значит, при х больших единицы возрастает. И здесь х в квадрате минус 1 при х больших единицы возрастает и положительно. И в квадрате поэтому возрастает и положительно. Ну и сумма двух возрастающих на промежутке х большим единицы функций тоже функция возрастающая, свойства возрастающих функций, 10 профильный класс. Ну все. А возрастающая функция каждое свое значение принимает ровно один раз. Ну, один раз уже приняла при x равным 3, значит, при других x больших единицы она никак не примет. Как раз x1 у нас троечка входит в этот промежуток. Ну, и тогда говорят, что график возрастающий, постоянный, имеет не более одной общей точки, не более одной там точки пересечения, верно? Верно. Таким образом, очень важное мы дело сделали, других корней нет. Это обязательно нужно сделать. Каким-то образом доказать, либо найти другие корни. И тогда можно только утверждать, что ответ будет вот единственный. У нас получается х равно 3, тогда s, наш третье, будет равно 3 в квадрате 9. 3 в квадрате 9. И кто-то скажет, да, это слишком слабо для Кембриджа. Ребята, там ведь нужно доказать, что вот это возрастающее, не просто сказать, что ясно, что она возрастает, ясно, что других корней нет. Например, как можно доказать? 20 секунд, вот посмотрите. Y равно х в квадрате минус 1 в квадрате при х больших единицы доказать, что y является возрастающей. Вот стрелочку поставим. Вот как можно доказать? Либо произведение двух возрастающих и положительных функций х в квадрате минус 1 умножить на х в квадрате минус 1 по свойству, либо через производную, производная сложной функции 2 на х в квадрате минус 1 на производную внутренней на 2х. Но это при х больших единицы обязательно больше нуля. А это признак того, что функция действительно возрастает. Ну, тогда вам в Кембридже и поставят замечательную отметку. Итак, домашнее задание. Попробовать найти геометрическое решение. Ищем геометрию. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.